Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Что откроется? Что прояснится в октябре 2024 года? Осень настолько может быть турбулентной, как мы и сами что-то можем передумать, так и люди могут возвращаться из прошлого. Или ситуации, которые, вот, к примеру, нам нужно пересмотреть какие-то документы, или что-то реорганизовать, именно с приставкой «ре», поскольку у нас большая ретроградность и сразу много планет. И знаете, даже если к нам какие-то люди, например, возвращаются, скорее всего, это для чего-то нужно. Поэтому дать себе время подумать. Или подумать, кто знает, жизнь не бывает полностью предсказуема. Вполне вероятно, нам еще придется взаимодействовать с этими людьми. Или если действительно какая-то ситуация к вам вернулась по тем же самым документам или по какой-то иной конкретике, скорее всего, это тоже неспроста, мы должны для себя сделать, может быть, что-то лучше. Возможно, и от чего-то мы и откажемся, но, в принципе, перед собой не ставить каких-то табу, потому что наш период жизни, нам довелось такую эпоху пожить, и сама по себе, как эпоха перемен, но и требует от нас гибкости, безусловно. Мы идем вперед. И поэтому наш расклад, он не совсем такой традиционный. И первая карта будет называться «Что вы вычеркнули, возможно, из жизни, а оно вернется». В чем вы думали, мои дорогие стрельцы, что поставили точку, а выяснилось, да нет, не точка, запятая, а то и многоточие. Какая правда откроется? И что вам для этого нужно знать? Что меняется в вашей жизни? Какие перемены, может быть, сфера жизни? Что меняет вас или заставляет вот как-то пересмотреть тот или иной вопрос или вообще подход к какому-то делу? Что вам хотят передать высшие силы или знаки судьбы? И какие возможности перед вами откроются? Достанем на этой колоде карту «Совет», как действовать, что делать дальше или какое продолжение. Итак, что вы, возможно, вычеркнули? Какая-то, это у нас влюбленная девушка, принцесса чаш. Конкретная история любви, личная история. По крайней мере, личной истории нужно уделить внимание, мои дорогие. И я могу предположить, могут действительно какие-то люди, с кем прежде были, ну, как ухаживание, может быть, и романтические отношения. Или вам был приятен человек, было приятно общение, но по какой-то причине расстроилось продолжение общения, и люди могут возвращать. И вы, мои дорогие стрельцы, ведь тоже можете захотеть вернуть кого-то. Поэтому как раз есть возможность. Даже если вы в сольном варианте, и вы уже устали от одиночества, и изменить свою личную жизнь кардинально. Это карта легкости, это карта, ну, отчасти и доверия. Это вообще вдохновение, когда мы привносим больше красок в нашу жизнь. И, видимо, где-то уделить внимание личной жизни в целом в октябре, потому что словно высшие силы вам помогают. Безусловно, эта карта может говорить о позитивном настрое в целом, об оптимизме, о том, что общение в большинстве своем, оно будет больше радовать, нежели ставить вас в тупик. Но или конкретный человек возвращается, или его возвращаете вы. В чем вы думали, что поставили точку, а вышла многоточие? Вот карта отшельника, как раз карта одиночества. И эта карта может свидетельствовать о том, что вы решили завершить какой-то союз, а он возвращается. Или возвращается тот человек, который, ну, может быть, бесследно исчез, как вам казалось, опять же, казалось. А здесь или он о себе случайно напомнить может, или какие-то вопросы, которые, ну, может быть, и были связаны, к примеру, у кого-то с ближайшими родственниками. Или пусть это будут далекие родственники, друзья, кстати. Такое тоже может проиграться. Может быть, и были те знакомые, которых вы не очень хорошо знали. И был какой-то у вас союз, может быть, непродолжительный, но вы где-то начали строить планы,
или вам хотелось продолжения, и тоже человек куда-то исчез. Мы сами можем как случайно встретить бывших знакомых или людей, с которыми мы контактировали. Нам может кто-то написать, может быть, в одном из мессенджеров, и напомнить о себе. Какая-то история, именно лично, или какие-то контакты, вот так, давайте в общем скажем, могут быть продолжены. Да, кстати, все же отшельник – это более духовная карта, это философ, который знает ответы на все вопросы. Может быть, и вы действительно какую-то сферу своей жизни расставили по местам. Вам сказалось, ну теперь я точно знаю, вы уже успели от чего-то отказаться. И вот, жизнь вас заставляет пересмотреть, сменить какие-то ваши координаты, которые для вас казались незыблемыми. Потому что жизнь не бывает полностью предсказуема и пытается для вас, мои дорогие стрельцы, какую-то радость привнести в жизни. Вот что-то вы не прошляпить, точнее, не должны прошляпить. Давайте мы откроем карту. Какая правда откроется? С чем это связано? Король Пентаклей – это карта надежного человека и, кстати, великого консерватора. Да, он надежен и в сложный период жизни. Всегда он имеет какую-то базу, фундамент. Для его сложности, превратности жизни они его не застают врасплох. Он подумает и все равно новый какой-то вариант действий находит. Его нельзя в то же время назвать какой-то душкой, да, или вот тем человеком, с которым приятно легкое общение. Потому что насчет вдохновения так немножко со скрипом у него идет. Но опять же, это те люди, которых жизнь где-то заставила быть и таким консерватором, большим реалистом. Сложно его где-то изменить в его видениях мира. Но в то же время эта карта может показывать, к примеру, ваших близких, партнеров по браку. И тогда это как надежный союз, мои дорогие. Это тот человек, на кого мы можем опереться. Вот какая-то правда у вас может открыться о человеке. Может быть, вы о нем думали, что нет, что-то легкомысленное. И здесь как раз вы можете узнать, что ну надо же, я просто не знал этого человека. Вы могли кого-то представлять как в одном свете или в одних качествах. А здесь вам человек открывается совершенно с другой стороны. Причем это то, что надежно, повторяюсь. У кого-то из вас какая правда откроется? О каком-то человеке, может быть, по части работы. Все же король Пентаклей иногда говорит и о работе, потому что Пентакли, откуда к нам приходят Пентакли, и это ближайший социум, и тогда есть тот человек, на которого вы тоже можете опереться, кому вы можете доверять, он может стать вам надежным другом. По этой карте могут быть и согласования в банках, согласования в высоких инстанциях. Как ни крути, но все же это карта достаточно статусная, и люди как надежные, так и какие-то вопросы, которые в тех же инстанциях, учреждениях вы хотите прояснить или расставить все по местам. И вот, значит, там тоже какая-то правда, больше конкретики, в принципе, в течение октября. И что вам нужно знать, что важно знать. Вот нет места каким-то сомнениям. Девятка мечей – это всегда карта внутренних страхов, называют ее ночного кошмара. Это когда нам что-то кажется. И предыдущие три карты, они говорят больше о реалиях жизни. То, что есть на самом деле. Мы можем себе помешать попросту, мои дорогие стрельцы, если вы себе устроите некоторый поиск черной кошки в темной комнате. Вот этому точно сейчас не время. И это для вас на период октября важно знать. Давайте мы немного проясним, что за ситуацию нам хотят обрисовать карты, с чем это связано. Ну да, во всем умеренность. И причем умеренность и терпение вам помогает решить любой вопрос. В первую очередь быть добрее к самому себе. Не ставить перед собой, знаете, как шоры себе не надевать или не ставить рамок ограничительных, поскольку все меняется. Альтернативные варианты как раз и важно будет увидеть. Но для вас это прекрасный период перед каким-то дальнейшим стартом. Пересмотреть,
дополнить теми составляющими или людьми, которые в последующем сыграют важную роль в вашей жизни, или выстроить правильное взаимодействие. По этой карте мы сумеем со всеми договориться. Что-то очень важное – это старший аркан, когда говорят, даже если хоть камни с неба, ты будь спокоен. И вот именно благодаря спокойствию, а не глубокой философии, это для тебя будет приносить как и радость, как и уверенность, так и уверенность еще и в завтрашнем дне. Ты сможешь разобраться с любым вопросом. Что это может быть еще? Действительно разобраться с любым вопросом. Принцесса Пентаклей – прилежная ученица. Есть какая-то, знаете, или какое-то обновление. Почему я так говорю? Потому что у вас две принцессы. Это может быть как обновление в отношениях. Это может обновиться какой-то ваш план, проект, мои дорогие. Когда вы подойдете к нему с открывшимися новыми условиями или с какой-то, возможно, новой правдой, с новыми предложениями или вашими задумками, самое главное, изучает и считает наша принцесса Пентаклей. И для вас вот так медленно, может быть, неторопливые энергии, правда, у принцессы Пентаклей. А почему неторопливые? Она хочет сделать что-то надежно. Очень перекликается как раз со значением карты «Король Пентаклей». Вам действительно нужно не спешить что-то просчитать. Или, мои дорогие, кто-то начнет учиться. Потому что обстоятельства таковы. Или вы поставите перед собой такие задачи. А может быть, это и есть какое-то новое знакомство, и тогда вам тоже нужно не спеша все расставить по местам, узнать человека. Основная задача, смотрите, вот карта повешенного и карта умеренности. Вам выйти из подвешенного состояния, из какой-то зоны ограничений. Может быть, излишних обязательств, мои дорогие, потому что всегда по карте повешенной у нас тупик. Причем такой Т-образный, да, повешенный, и всегда есть перекладина. С одной стороны, человек сам избрал такое положение, он хочет увидеть жизнь с другого ракурса. И вот для вас, чтобы увидеть, что реальность, она какая-то другая, что сейчас время, когда что-то меняется, и наши прежние тезисы, ну, не работают они, хоть ты тресни. Для этого необходима умеренность и выйти из каких-то, да любых, пожалуй, тупиков. И что дальше? Есть и, знаете, по этой карте называется жадина. Ну, это я так называю. А в этой колоде конкретно называется карта скряги. Да, человек, который владеет финансовыми ресурсами. Но посмотрите, на карте изображена осень, увядает. Нет прогресса. И ему самому от этих денег, вот не случайно, посмотрите, он уже и не держит этот мешок вовсе крепко. Уже монеты выпали. Сейчас и сокровища посыпятся. А он этого не видит. Он, как, может быть, впервые увидел, что обстановка-то вокруг меня совершенно иная. Здесь может действительно что-то для вас открыться такое, что изменит вас, именно вас, мои дорогие стрельцы. Заставит пересмотреть свои прежние планы, найти новые возможности. Кому-то очень захочется не быть одному в сольном варианте. И, повторюсь, это прекрасное время хотя бы продумать свою стратегию, тактику или сделать первые шаги. Может быть, откликнуться на что-то. Может быть, буквально допустить, что жизнь, она многолика. И если я до этого испробовал один какой-то путь, то явно есть еще множество дорожек, где я для себя могу найти что-то радостное, вдохновляющее, полезное, новое, что разнообразит мою жизнь. Вот такие вот карты. Да, может быть, по части финансов и придется иметь дело вот с таким великим консерватором. Но все же вас карты на вот в этом раскладе или на весь период октября говорят: не забудь, стрелец, о личной жизни. Карта полного баланса, счастья, благополучия, десятка чаш. Это когда все в балансе. И взаимопонимание, и вот эта умеренность. Да, есть и финансы, но они вот не в таком мешке, да, когда уже это не радует, а это вот для чего-то. Мы свою жизнь делаем более красивой. Мы как-то либо вкладываем в себя, инвестируем в себя, может быть, что-то изучить вы захотите. Для кого-то
Начать путешествовать, почему нет? Я понимаю, меня люди смотрят из разных стран, но путешествовать это не обязательно за 3 моря. Это вполне вероятно в близком где-то окружении. Наверняка есть те места, которые вы даже не знаете и не были ни разу. Но сделать первые шаги, самое главное, по выходу из вот этого подвешенного состояния или из каких-то внутренних сомнений и страхов. Это как основная задача. Пусть приходится принять какую-то реальность, мои дорогие стрельцы, но вас это меняет, и меняет в хорошем смысле, открывая перед вами новые возможности. Оно того как будто стоит. Так вот, что же меняется? А вот выйти из какой-то ностальгии или конкретно какие-то отношения, мои дорогие, которые у вас закончились, они могут возобновиться с новой силой. Причем вы узнаете словно человека как будто по-другому. Или какая-то сторона характера откроется в человеке тоже перед вами. Вы его именно видели в каком-то одном ракурсе, а вот именно сам ракурс не случайно выпала карта повешенного. Ракурс ваш меняется. Ракурс вашего мировоззрения, ваших взглядов на жизнь. И если мы все же говорим по 6 чаш, эта карта, как мы сказали, ностальгия, или это в прошлом были какие-то отношения. Вот они теперь меняются. Или ваши отношения к прежним, вашим контактам, или к партнеру по браку, такое тоже может быть. И значит, как обновление для вас в октябре может быть такой период, который действительно откроет даже в личной жизни, как и новые грани чувственности, так и новые грани взаимопонимания. Что-то есть очень важное. И даже если прежний союз, какой-то любовный, личная история не получился, мы можем перевести, не отказаться как будто от человека. Может быть, есть еще много хорошего, как союз может быть продолжен, как добрая дружба. И такое тоже может быть. Или для чего-то человек вам нужен будет или важен на последующий период времени, или есть еще какие-то вопросы, когда вас это соединяет. Что меняет именно вас, или как вы меняетесь? Посмотрите, здесь, наверное, вот из этого мешка скряги 4 пентаклей, это карта надежности, стабильности. Ее нужно перевести в карту изобилия и процветания. Перед вами возможности как и изобилия, так и процветания. Сделай для себя что-то хорошо, чтобы быть счастливым. Мне нечего добавить. Карты не достаю. Из режима ожидания выйти. Вот в чем будут состоять изменения или ваши перемены. Ведь девушка нам показана, она сидит на берегу, глядя в воду, она вспоминает о каком-то счастливом периоде жизни. А нам говорят: куй железо, пока горячо. У тебя сейчас стрелец, прекрасный период. Тут нельзя застрять в каком-то, как и размышлениях, как и снова воспоминаниях. Пусть они со знаком плюс или пусть они со знаком минус. Все самое важное будет стоять у причала каждого дня октября. Мои дорогие, будьте реалистами. Правда, тут карта больших возможностей. У кого-то конкретно еще и заработать деньги, продвинуть свой проект, развить бизнес, стать популярными. Но я тогда могу сказать, по части отшельника, это мы когда можем реализовать какой-то свой план. Так вот, в чем вы могли поставить точку? Вы могли поставить в каком-то, даже в своем вдохновении, точку. Или подумать, это личное дело не будет продвигаться. И если вы занимаетесь творчеством, или пусть у вас есть личное дело, ремесло, творчество, хобби, которое вы хотите монетизировать, то вот это как раз может быть развито. Вы в последующем можете поставить на очень прочные финансовые рельсы. Но будьте готовы тогда. Вот все то, что касается лично ваших планов, чистолюбивых, я имею в виду, потому что по отшельнику это что-то более духовное. Это не совсем даже где-то про деньги. И здесь буквально то, что будет полезно людям, мои дорогие, вы сможете на этом сделать деньги. И поэтому, если бизнес, подавайте его с той позиции, что это нужно не вам, и это неправильно или
удобно или это, допустим, ну, выгодно. Нет, тут надо подавать какую-то вашу идею, что это может быть полезно людям, человечеству. Это какой-то более высокий смысл. И этот высокий смысл для кого-то из вас может быть тем побудительным мотивом, когда вы тоже на каком-то плане проекте можете создать деньги. Вот как-то так. Что хотят вам передать высшие силы? Вот я люблю эту карту, кстати, рыцарь жезлов. Это тот человек, который готов к неожиданностям. Но он лучше для меня драйв, нежели какое-то болото. Это карта скорости, это карта быстрых перемен, это карта быстрой смены событий, может быть, в течение одного дня. Утром одна новость, а вечером другая. Но как бы ни был этот турбулентен период, нам нравится. Мы как наслаждаемся, когда у нас теперь что-то убыстрилось, когда у нас уже действительно нет стоячего болота, когда новые возможности. Но мы открыты этим возможностям и понимаем, в любой момент ситуация может поменяться. И мы должны быть готовы, ну как и рука на пульсе, чтобы вовремя прореагировать или сделать какие-то важные выводы, что-то подметить. И буквально для кого-то как знак, что нам хотят передать высшие силы или знаки судьбы. Мы можем сказать, в течение октября вы не должны отказаться, если, к примеру, приходит какая-то новость, и вы понимаете, дай-ка, или, может быть, мысль просто в вашей голове как промелькнула, а не съездить ли мне и не уточнить ли кое-какие детали в определенной местности или в учреждении. Точно, не раздумывайте долго, собрались, подпоясались, отправились. Тут буквально налегке, тут мы долго не собираемся. Здесь будет важно не упустить момент, потому что момент будет, их будет много, но они будут связываться или как-то соединяться с вашими быстрыми действиями. Поэтому, если мы отложим что-то на потом, мы потеряем время. Потом возможностей не будет. Поэтому для вас период октября, мои дорогие стрельцы, будет очень важен, как и попробовать себя в каком-то новом деле, как и что-то продолжить, пересмотреть отношения в социуме или, может быть, по части личной жизни, или вообще это у кого-то может быть как переезд, и такое тоже вполне вероятно. Давайте посмотрим, какие возможности откроются. У вас две карты скорости. И по рыцарю жезлов я уже все сказала. А вторая карта – это когда вы набираете темп. Вы знаете, вот эти внезапности или то, что вы могли вычеркнуть из жизни, оно вернулось, это может быть связано с получением конкретной новости, известия, информации, документа. И перед вами как новые перспективы и возможности. Конечно, это не то, что нам на блюде приносят и говорят, вот эта возможность такая и такая, подписанный конверт. Нет, мы что-то делаем и уже строим планы на будущее. Это все же побудительный мотив от нас самих. Но поверьте, возможности будут. И причем тут что-то ускоряется. И поэтому где-то больше драйва вам уже, мои дорогие стрельцы, это точно обеспечено. Две карты, которые говорят, ты чего-то не упустить должен. Тут и заработки, тут и личная жизнь, так в целом. Ну и ваши какие-то честолюбивые планы. Или то, что вы всегда, может быть, мечтали осуществить. А здесь мечта может быть чуточку ближе. Поэтому сделайте хоть один шаг навстречу своей мечте. Давайте немножко поясним. Ну, нечего даже сказать. Карта финансового успеха. И, кстати, карта говорит отчасти о том, что, помни, рука дающего может стать рукой просящего. Но по этой карте, если нам нужна финансовая помощь, у вас будет тот человек, который вам ее окажет. Вы найдете практический выход из любого сложного положения. Какие-то вопросы, правда, вы можете закрыть. Но я бы сказала, это не просто закрыл и успокоился. Тут старт именно в будущее. Или, может быть, это инвестиции в самого себя. Финансы у вас здесь как раз могут пойти, ну, так вперед существенно. И опять же нам карта говорит, ты не должен обособляться, девятка жезлов. Выйти из зоны ограничений. Или как вы где-то в уединении. Или когда вы избегаете общения. Или когда вы сузили круг контактов до какого-то минимума. А вот теперь нужно расширять. Но расширять аккуратно.
основываясь на прошлом опыте. Потому что это в этой колоде нам человек как будто ставит пугало, да, и девятка жезлов – это, с одной стороны, карта великой мощи, нашей сильной позиции, но это когда мы тратим силы на что-то более конкретное или на то, что важно может быть для нас, а не для кого-то. Но, с другой стороны, мы не должны упускать какую-то и опасность, то есть внимание какое-то потребуется от вас. Поэтому все же девятка говорит, с учетом вот этих двух карт, быть осторожным, да, но это не значит от чего-то отказаться. Давайте еще немного проясним. И будет все же важно отказаться просто от той многозадачности. Это могут быть какие-то контакты прежние, когда вы соглашались, да, помогать, кстати, кому-то. Или вы попросту тратили свое время, участвуя в жизни других людей. Помните, если бы высшие силы, мои дорогие, хотели вот эти проблемы человека, которому вы помогаете, именно вам как бы предъявить или поставить перед вами, то они бы это сделали. Помните, что иногда из лучших побуждений мы помогаем людям, потому что мы видим, особенно иногда это бывают и наши близкие, правда, бывают и подросшие дети, тут по-разному. Мы помогаем, потому что имеем опыт, и нам кажется, да елки-палки, я быстрее и лучше сделаю. Так понятно, ты это сделаешь быстрее и лучше. А как научится он? Он тоже должен протоптать какой-то свой путь или стоптать какие-то свои ботинки для того, чтобы чему-то научиться. Поэтому будьте мудры, мои дорогие стрельцы. Вот такие подсказки высших сил. А у вас как будто как и новое обучение, как и новый какой-то прогресс. И перед вами новые совершенно перспективы. Лично ваши. Вы должны их увидеть. Ну, как зацепиться и развить. Может быть, вам придется какую-то прежнюю историю пересматривать по нескольким пунктам. Вот есть сама по себе история, но она состоит из многих деталей. И вы буквально, возможно, на бумаге что-то подетально себе пропишете. И потом каждую из деталей будете думать, я от этого откажусь или нет. Это есть смысл продолжать или нет. И потому что от чего-то отказаться придется. И вам этого захочется. Вы увидите некоторый балласт или вот как по карте повешенный, это какую-то подвешенную ситуацию или тупик, который повторяется, ну, снова и снова, мои дорогие. И для вас это будет очень важно, потому что у вас такие замечательные карты выпадают. Это время для вас больших возможностей, которые, может быть, и поначалу будут выглядеть, ну, как что-то несущественное, но могут вести к очень хорошему результату. Карта совет. Король мечей. Но все нужно делать, конечно, иррационально и по закону. Вы не должны рисковать собой. Это первое. Потому что когда выпадает король мечей, это тот, который верит реальности, раз. И по части закона у него все в балансе. Он себя не поставит под какой-то риск. Он на этот риск даже не пойдет. И поэтому какие-то согласования, может быть, и действительно придется делать в высоких инстанциях. Ну, или у каждого здесь взаимодействие свое. По королю мечей у нас идут люди, работающие с металлом. У кого-то вопросы дома конкретно могут проясниться или поставить вас перед тем, что придется решать тот или иной вопрос. И надо сказать, что за период октября у нас могут быть как 4 направления. Дом и что-то с вашим жильем. Либо вы вынуждены, допустим, куда-то переехать, или вы будете пересматривать что-либо как возможные варианты, либо у кого-то ремонт, или вообще что дальше с моим жильем. Вот какие-то такие вопросы могут быть. Второй момент. Деньги. Сегодня откуда приходят и откуда будут приходить завтра. Социум, работа, мои планы сегодня и мой прогресс завтра. И личная жизнь. Что у меня есть сегодня и что будет завтра. И вот король мечей, великий реалист. И это может быть связано с какими-то еще инстанциями, с какими-то согласованиями, новостями, мои дорогие.
Или для кого-то из вас разобраться, иногда врачи проходят, что же есть по состоянию моего здоровья. И не приблизительно, а вполне конкретно, может быть, с целью профилактики пройти обследование. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.